Мы в эфире, Ольга Васильевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова в эфире. Это наше долголетие по понедельникам. Пока по понедельникам. А так вообще мы рассчитываем на долгие-долгие еще недели, месяцы, годы и десятилетия. И сегодня очень много было откликов по поводу прошлой передачи, когда девочки рассказывали о энергии высоковольтных людей. Жанетта, я правильно произнесла? Да, совершенно И верно. очень много было откликов, и в Инстаграме попросили еще раз проговорить. И вот инстаграмная наша тема, где работали Жанетта Карганова, город Тамбов, и сегодня подключается Любовь Колганова, город Орел. Мы находимся, кто-то, у нас здесь Липецк, у нас здесь Воронеж, у нас здесь Новый Оскол. Так, пока я тех только вижу, кто в Зуме. Надеюсь, что и Москва тут подключающаяся есть. То есть города подключаются. Спасибо вам всем за внимание. И сегодня мы вам обещаем достаточно интересную информацию. Причем не просто она интересная послушать, но ее можно еще и применить. Потому что самое важное, это, наверное, не только понимать, как это работает у высоковольтных людей, энергетически заряженных, но еще и очень и очень важно понимать, что я с этим могу сделать. Так вот, ради чего мы вообще живем? И на чем мы живем? Мы живем на нашей энергии. Ради этого мы дышим, пьем воду, едим еду, хорошо бы поменьше калорий. Ну и много всего такое, что думаем хорошо, веселимся, радуемся. Это тоже энергия. То, о чем рассказывала Жанетта. Спим, кстати, то же самое для этого. Ну, и не только для этого, но в том числе энергию набираем. И вот сегодня Жанетта Карганова и Люба Колганова поделятся с вами этими секретами. А еще Жанетта расскажет, ну, я бы сказала, целый научный трактат. Это типы наши, в общем, разберет нас по косточкам. Итак, вперед, Жанетта, тебе слово. Всем доброго времени. Всех приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего нашего эфира – секреты высоковольтных людей. Все в нашем мире имеет энергию. С этим уже никто не спорит. Поэтому эта тема как никогда сегодня очень важна. И у каждого человека своя энергия. У кого-то ее много, а кому-то ее не достает. И сегодня я хочу вам рассказать о нескольких типах энергии человека, и мы разберем, какие же типы энергии человека существуют. Основные типы сегодня рассмотрим. Я думаю, вам это поможет понять про себя, открыть какие-то вещи про себя. Может быть, вы проанализируете, и вам это поможет больше раскрыться и понять, к какому типу энергии вы относитесь. Итак, первый тип энергии человека – это человек с типом энергии зеркала. Этих людей очень тяжело вывести из себя. Они, как правило, очень спокойны. И это люди, которые отзеркаливают энергию. То есть человек, который пришел с отрицательной энергией к такому человеку, и с ним общается, человек зеркало отражает и отзеркаливает такого человека. И то же самое и человек с положительной энергией. Эти люди всегда четко, сразу же на интуитивном уровне понимают, с каким типом энергии человека они сейчас взаимодействуют. И поэтому, как правило, если человек пришел с положительной энергией, то складываются очень хорошие доброжелательные отношения. Ну а если человек пришел с отрицательным типом энергии, то и сам человек с отрицательной энергией чувствует человека зеркала и сторонится его, и человек зеркала избегает такого человека. Следующий тип энергии – это человек-пиявка. Человек-пиявка – человек, который в ресурсе имеет очень маленькое количество энергии, ему постоянно недостает энергии, поэтому, как вы уже понимаете из названия, он старается присосаться к человеку, у которого большее количество энергии.
Этих людей очень визуально можно определить. Они, как правило, настойчивы, агрессивны, очень неприятны в общении, пытаются спровоцировать вас на какой-то спор, на какой-то даже не очень лицеприятный разговор. Они очень любят унизить человека, публично его осмеять. Вот. И поэтому, конечно, таких людей, ну, хочется избегать, естественно. Следующий тип энергии – человек-присоска. Конечно, так скажем, эти люди не так негативны, как человек-пиявка. Чем они отличаются? Человек-присоска – это человек, который, как правило, ну, пристраивается к какому-то человеку. Кстати, таких людей очень много среди наших близких, родных, даже лучших подруг, коллег, знакомых. И получают энергию путем взаимодействия таким образом, что они постоянно спрашивают вашего совета. Но еще они отличаются тем, что они очень любят жаловаться. Жалуются они практически всегда. Вы даже не успеете задать какой-то вопрос, они уже начинают в монологе рассказывать вам и жаловаться на все. На свою жизнь, на свое здоровье, на недостаток денег, на правительство, на Вселенную, на соседей, на коллег, на все, что угодно. Вот такой тип энергии человек-присоска. Есть еще один тип энергии человек-стена. Таких обычно называют непробиваемые. То есть, я думаю, тоже вы встречались с такими людьми где-то, ну, в общении. Но, то есть, от этого человек, можно сказать, отскакивает все. Но вот во взаимодействии с таким человеком есть одно но. Если этот человек, допустим, от него вот эта отрицательная энергия как бы отскочила, как от стены, то может достаться тем людям, которые находятся в окружении. И вот эта отрицательная энергия может просто от них отскочить и достаться, так скажем, людям, которые вот находятся рядом. Следующий тип энергии – это тип энергии люди-проводники. Люди с положительной энергией. Как правило, это люди, которые высоконравственные, или они очень религиозные, или еще говорят про таких людей, они имеют такой внутренний стержень внутри, такую уверенность или какую-то установку жизненную. То есть они, можно сказать, вот идут по своей колее. Но здесь какой отрицательный момент для этих людей? Это то, что для того, чтобы взаимодействовать, так скажем, и посылать положительную энергию, им очень часто приходится, как правило, прибегать к каким-то дополнительным ресурсам восполнения энергии. Ну, например, это занятие йогой или какими-то медитациями. То есть для самого человека нужно в обязательном порядке в этом случае накапливать энергию. Еще один вид энергии человека – это человек-фильтр. Вот эти люди, конечно, обладают очень высокой энергией, положительной энергией. Как правило, это люди выбирают себе профессию медиков, психотерапевтов. Это люди-миротворцы, это люди-дипломаты. И какую бы энергию человек, взаимодействуя с таким типом, не послал, то человек человек-фильтр преобразовывает эту энергию в плюс и отдает ее в Вселенную. Минус преобразовывает в плюс. Плюс усиливает. Мы, конечно, очень разные энергии. Энергетика у нас у всех очень разная. И сказать, что определенно к какому-то типу энергии мы относимся, это тоже, наверное, будет не совсем правильно. Потому что в зависимости от жизненных ситуаций мы можем находиться в том или ином ресурсе энергетическом. Но вот определенные такие типы и основные типы я вам сейчас перечислила. Что очень важно знать? То, что сейчас век энергии, и энергия сейчас, наверное, стоит на первом месте, потому что, как я уже говорила, что все имеет вокруг нас энергию, в том числе и наша планета.
И по-моему, с 2012-2013 года начало меняться магнитное поле Земли. И есть такое понятие, как вибрации. Вот так каждая наша мысль, каждое наше действие, каждое наше послание миру, оно имеет свою вибрацию, отрицательную или положительную вибрацию. И сейчас очень важно для каждого человека именно, так скажем, правильно, положительно вибрировать, для того, чтобы наша планета продолжала существовать. И, конечно, нам нужно обязательно понимать, что наша физическая энергия, а существует физическая энергия, как я говорила на прошлом эфире, еще энергия нашей души, нужно обязательно знать какие-то вещи, которые будут помогать восполнять вам энергию. Мы уже говорили о том, что это важные аспекты. Это вода, это наша пища, это наш сон, это движение. Ольга Васильевна тоже говорила по поводу того, что очень важна правильная одежда. Здесь очень-очень много разных аксессуаров, как я их называю. Но вот я сегодня хочу сказать и показать вам две таких композиции от нашей компании. Одна из которых называется Long Life, долгая жизнь. Композиция, само название говорит о том, что вот при помощи вот этой композиции вас эфирное масло настраивает, эта композиция эфирных масел настраивает на долгую жизнь, на долгожительство. Вообще, конечно, если мы говорим про долгожительство и про людей, у которых высокая энергия, высоковольтные люди, то чем они отличаются? Они отличаются тем, что у них всегда есть вкус к жизни и стремление радоваться жизни, познавать что-то новое. Как только человеку становится неинтересно жить, он и это даже может озвучивать, да, что не хочется, мне неинтересно, я это не хочу. То есть это прямой путь к тому, что Вселенная вас, естественно, слышит и будет предпринимать какие-то вещи, так скажем, которые будут укорачивать вашу жизнь. Поэтому еще к такому аксессуару долгожительства высокой энергии я бы еще отнесла то, что вы проговариваете. Всегда следите за своими словами, потому что мы иногда даже не думая что-то начинаем говорить. Бывает даже такое, как, знаете, раньше говорили, вылетело, да? Слово не воробей, вылетело, не поймаешь. Еще одна композиция, которая называется «Дыхание среди лесов». Я думаю, Любочка сегодня Колганова расскажет нам про дыхание, потому что это один из резервов пополнения нашей энергии. И тем более сейчас, в наше время, в связи со всеми вот этими обстоятельствами, сейчас это очень важно. И сейчас важно не просто дышать, вдох-выдох, как мы привыкли, что для нас вполне естественно. Сейчас наступило время, когда нужно учиться дышать правильно. Вот, в принципе, все, что я хотела вам сегодня сказать. А можно мне вопросы задать по теме? Да, пожалуйста. Жанет, ну вот у меня такой вопрос. Значит, ну, во-первых, я хотела бы, чтобы ты еще раз перечислила вот те типы, потому что я хотела записать, но не успела. Типов у тебя получилось много, да? Я помню про зеркало, про пиявку, про что еще? Присоска. Пиявка от присоски чем отличается? Пиявка от присоски отличается тем, что пиявка уже изначально несет отрицательную энергию. Отрицательно. Она подпитывается от людей, она провоцирует на спор, на какой-то конфликт. И как только человек с положительной энергией, да, как только он откликается на это, то человек-пиявка получает свою долю энергии. И прям даже видно таких людей, у них сразу повышается настроение, они сразу улыбаются, а человек, который пришел, то есть от кого подпиталась пиявка, он, как правило, сникает, у него снижение энергии, это может быть даже отражаться на самочувствии, на плохом, человек даже может заболеть. Вот. А присоска? А присоска это такой, знаете, как я говорю, это вялотекущий такой момент, то есть, как правило, присасывается к какому-то определенному человеку или к нескольким людям, и постоянно там или телефонные звонки какие-то, или одна и те же обсуждения одной и той же темы, или просто позвонили, или встретились для того, чтобы человек просто пожаловался. Это вот в общем, пиявка пьет ведрами из тебя, а присоска через трубочку.
Да, коктейльную. Ясно. Так, скажи, пожалуйста, а вот можно ли, во-первых, какой тип лучше? А вы знаете, тут нельзя выбрать, потому что вот оно как дано, как группа крови. Что вот с этим можно сделать? Никак. У Не, это каждого как-то очень, это очень грустно, Жанет. Подожди, подожди. А можно ли поменять свой тип энергетический? Конечно, конечно, Так, конечно. Человек тогда, если я нашла в себе какие-то вот, ну, обычно мы, когда себя характеризуем, мы находим себя, какой там самый лучший, который все дает и дает? Вот, Ольга Васильевна, я только что хотела сказать, конечно. Я бы тоже хотела быть человеком фильтра. Это человек мира, который все преобразовывает в положительную энергию, который отдает, это миротворцы. Но мы все понимаем, что мы можем даже миротворцем, даже в собственной семье не стать. Понимаете? Конечно, хочется быть всем фильтром, я так думаю. Но, увы, таких людей всего 10%. Мне не нравится вот эта тема, мне вообще не нравится твой приговор. Я хочу понять, что вот ты мне говоришь про вот эти купания в лесах, например, еще какие-то, потому что вы понимаете, что мы находимся в стенах Вивасана, и люди, которые вам все это рассказывают, работают в компании и изучают ароматерапию и все законы, и энергетические в том числе, уже на протяжении около 2 десятков лет. Не неделю, не месяц, не один раз подготовиться, около 2 десятилетий, да? Поэтому нам как-то это само собой разумеющееся. И тот спектр эфирных масел, кстати, если вы наберете в интернете какую-нибудь строчку о том, как повысить свою энергию и так далее, то практически очень много, ну, будет говорить и недосып там и прочее движение, но как восстановить ее, одним из первых пунктов будет ароматерапия, это будут эфирные масла. У нас много эфирных масел, и они все действующие. Но синергия, знаете, это как человек. Один человек может много, вдвоем уже немножко больше. А когда это целая команда, да, причем еще команда позитивно настроенных людей, они вообще могут горы свернуть. Так с эфирными маслами, я думаю. Сильвио и Кристоф Фигали – это люди, которые в Швейцарии нам изготавливают и разрабатывают эти композиции по старинным швейцарским рецептам. Вот они эти законы знают, синергетические. То есть вот, например, я думаю, что еще композиция такая, как респира, или в переводе, да, респираторные заболевания, в переводе дыши называется это масло, здесь просто тупо, взяв пузыречек в руки, ну, это как бы для ленивых, да, просто из этого пузыречка, закрыв одну ноздрю, нужно просто подышать. И уже есть результаты, уже доказано, это из Губкинского, по-моему, из Якутии нам написала Гавриленко Галина, она доктор, и она отметила, что пришел человек, у него насыщение кислородом, сатурация 93%. После 4 глубоких вдохов замерили кислород на 4,97%. Это почти уже близко вообще к норме. Вот просто после нескольких вдохов. Вот что делают композиции. Поэтому композиция – это особое такое дело. Скажи, пожалуйста, если я буду правильно пользоваться этими эфирными маслами, правильно спать, стараться все время улыбаться, вот все время буду ходить и улыбаться, вот нравится, не нравится кому-то, пусть завидуют, да, если я буду все неприятные мысли гнать от себя, чтобы вообще их не было, у меня энергии будет больше же ведь, так? Конечно, я даже А еще... если я буду ее отдавать, она будет ко мне прибывать? Да, если вы отдаете энергию со знаком плюс, и вы это делаете осознанно, вы понимаете, то есть вы отдаете человеку, с которым вы встретились, осознанно положительную энергию. Потому что, знаете, как вот, почему мы говорим про духовность, и почему эфирные масла, они непосредственно имеют отношение к нашей ментальности, к нашей духовности. Ведь духовный человек – это не тот человек, который, извините, ходит в храм и бьет лбом, то есть об пол, понимаете? А духовный человек – это человек, который встречает человека, с которым он взаимодействует, по его душе. То есть он встречает душу человека, да? И поэтому обвинять человека, какие-то претензии к нему предъявлять нет абсолютно никакого смысла, вы просто будете терять энергию. И вот если вы к этому человеку, почему говорят, человек с распахнутой душой,
Да? Почему про таких людей говорят? Действительно, почему? Потому что люди, такие вот с распахнутой душой, они дают посыл положительный. И вот если вы в таком положительном посыле отдаете своему собеседнику какую-то информацию, даете ему посыл, то эта энергия положительная двукратно к вам возвращается. Как это действует на наше здоровье? Вот хорошая энергия. Конечно же, это действует каким образом? То есть идет аккумуляция энергии. Вы сами внутри себя можете регенерировать энергию в положительную. Вы ее аккумулируете, вы ее накапливаете. У вас есть резерв положительной энергии. И, конечно же, все ваши органы, функции отвечают, естественно, положительным моментом. И мы очень хорошо это смотрим вот на нашем биопульсаре энергетическом. У нас, кстати, можно сделать анонс и сказать о том, что у нас скоро будет выпуск, посвященный этому чудесному, просто великолепному аппарату, который я просто обожаю, на котором многие наши коллеги работают. И вот если мы говорим про эфирное масло, то, конечно, здесь, Ольга Васильевна, все шансы из пиявки превратиться в фильтр. Все шансы. Ну, я не пиявка. Почему Нет, вы обо мне так... Вы задали вопрос, вы просто задали вопрос. Хотя каждый из нас, наверное, бывает иногда. И зеркалом, и пиявкой, и стеной. Но самое главное, что я точно знаю, это нужно не бояться делиться этой энергией. Потому что раньше как-то мне было страшновато. Проходит какое-то мероприятие, какое-то собрание, ты вот отдаешь эту энергию, потом ты выжатый, как лимон. До утра. До вечера, вернее. Постоял под душем, под водичкой, где-то что-то понюхал. На утро у тебя прилив сил. Думаю, боже, откуда? Оттуда. То есть вот это, знаете, как в квартире. Вычистить все, чтобы пришло что-то новое. Так и здесь. Отдайте эту энергию, всякую, разную, отдайте. Кстати, если мне чувствую, что мне много накопилось какой-то негативной энергии, я могу в лесок пойти и проораться? Да, можете. Вот. Вы можете даже в ванне проораться. Ну, я в бань не хожу. Под душ встать, да. И, кстати, вот я думаю, Любочка сейчас расскажет нам про горловую чакру, как все происходит. А вот по поводу того, что если вы чувствуете, у вас, я это называю обесточиться, да, почему у нас тема называется высоковольтная, да, то есть обесточиться. Мне очень хорошо помогает морская соль с маслом эвкалипта. Если вы где-то, ну, отдали свою энергию, вы чувствуете, что вам нужно как-то ее чуть-чуть отбалансировать, да, то вот морская соль и плюс эвкалипт очень хорошо вы наносите на влажное тело, 5 минут буквально помассировали и смыли теплой водой. Но только нужно это обязательно делать не просто вы в ванне, там, да, чтобы это проточная вода такая была, под душем. Вот этот рецепт мне помогает всегда. А потом уже можете нанести какой-то крем с маслом ладана, например, или розового дерева, но этот рецепт сейчас посыпется, я думаю, целый эфир нужно этому посвятить. Ну, можно же еще просто даже ванночки для ног, вообще морская соль, вот она стоит копейки. Да. Столовая, 1 столовая, 1,5 столовые ложки на 3 литра воды, теплой, не горячей, и которую можно обогатить 1 каплей, 1-2 каплями эфирного масла практически любого, а в эфирном масле в каждом флакончике от 200 до 400 капель, смотря какая летучесть этого да, масла. Я просто хочу сказать, что, конечно, мы говорим про эфирные масла компании Vivasan, здесь уже гарантия, вот, но я, допустим, сама около 20 лет им пользуюсь, не каждое эфирное масло можно использовать, как и не каждую морскую соль, кстати, потому что сейчас, конечно, нужно обязательно в любом случае понимать качество. Я чуть не сказала, любая, чуть не ляпнула. Вот, то есть это очень важно, это очень важно. А как ее определить? Смотрите, то есть есть определенные позиции, которые указывают на качество. Обязательно, я всегда обращаю на страну-производитель, первое, что, да, я всегда смотрю, откуда сырье, есть ли сертификат GMP ISO, то есть если, так скажем, если какие-то документы, куда я могу, в принципе, обратиться, если официальный сайт. То есть вот эти вещи для меня очень важны. Очень важны. То есть вот это алгоритм такой. Угу. Хорошо, Жанна. Пожалуйста, на вопросы, которые в чате люди написали. Да. Я могу их продиктовать. Прочитайте, пожалуйста, Игорь. Чем повысить энергию? Ну, вы уже, конечно, отвечали, но, видимо, какие-то конкретные пошаговые советы. И вот еще хороший вопрос. То есть какие масла или композиции можно применять или нужно при различных типах людей? Ну, видимо, чтобы из пиявки стать человеком.
Ну, пиявки, я так думаю, не виноваты, что они пиявки. Это просто обесточь, они не нарочно. Да, Обесточенные люди, которые вот хоть как-то чего-то вот должны, да. Но работать же с этим можно я чуть-чуть отвечу по тем самым. В прошлый раз мы говорили, можете посмотреть. Кстати, кого интересует эта информация, а я думаю, что сейчас, наверное, она интересует практически всех, то свяжитесь с тем человеком, который вас пригласил, внизу видео вы увидите анкету, ответьте на несколько вопросов, и человек этот свяжется с вами. Кстати, еще отметьте там, как лучше связаться, WhatsApp, Viber или Telegram. Там есть вот эти все значки, вы их увидите прямо под видео. Обязательно свяжитесь, и мы с удовольствием ответим на эти вопросы. А вот потому что первая программа, Жанетта очень хорошо рассказывала, да, и мы все смотрели, что влияет на потерю энергии. То есть сначала были минусы. Это недосып, не доел или переел, не был на воздухе, мало двигался. Ну, я сейчас тупенько так, просто, да. И плохая одежда, кстати, неудобная одежда. И, конечно, негативные мысли. И дурацкие программы по телевизору, выключите его к чертовой матери, не смотрите вообще туда. Вот, то есть это те пункты, которые отнимают энергию. Если убрать эти пункты и заменить на плюсы, то уже пойдет энергетический поток. Просто погулять, выспаться, подвигаться, походить, побегать, потанцевать, послушать хорошую музыку. Правильно говорю, дядь Ген? Я бы еще, Ольга Васильевна, можно? Как в том анекдоте. Да. Можно, да, добавить? Конечно, я бы вот конкретно на этот вопрос ответила так. Задали вопрос, как повысить энергию при том или при другом типе, да? Значит, у нас в компании Вассан существует такая услуга, я бы даже сказала, да, то есть это аромадиагностика, при которой человек, который приходит в офис, да, то есть он может сделать такое тестирование и подобрать эфирное масло, которое ему действительно подходит. Почему? Потому что вот просто открыть какую-то информацию, почитать или прослушать про то или иное масло, это чисто звуковое восприятие человека, это чисто информационное. Но эфирные масла работают на уровне ментального тела. И когда человек выбирает то или иное масло эфирное путем прослушивания, кстати, мы эфирные масла не нюхаем, а мы их слушаем. Вот это правильное будет такое, да, это будет правильная фраза. И вот когда человек, прослушав эфирное масло, выбирает, как некоторые из них, а бывает даже он и одно выбирает эфирное масло, это говорит о том, что и это масло на данном этапе его жизни, так скажем, наиболее важно для его организма. Потому что эфирное масло – это не просто высоколетучая субстанция, это такая субстанция, которая проявляет ваши потребности. Это диагноз. Эфирное масло – это диагноз. Диагноз вашего ментального тела, вашей энергетики, вашего физического состояния. У меня опять вопросы. Жанеточка, ну нет, вы вообще чувствуете, какая академическая лекция? Супер. Ну я не знаю, кто там слушает эфирное масло, я все-таки нюхаю. Если не забуду послушать, то я все равно хоть понюхаю. Ну, например. Жанет, пока говорила про нюханье, чтобы люди не подумали, что здесь эзотерика какая-то, потому что начинается ментальное тело, оно уже вообще давно доказано, а народ еще думает, что говорите, это правда, оно такое и есть. Вот, чтобы не было этих эзотерических всяких штучек, я хочу вот что сказать. Я всегда, когда мы только начинали работать, представляете, 21 год назад, когда люди вообще еще как бы с трудом отрывались от аспирина, и то не все, но уже кому-то оно не нравилось, нужно было объяснить, что такое ароматерапия. Ну, бред сумасшедшего. Понюхал, и ты начинаешь быть более здоровым, у тебя простуда проходит, настроение и прочее. Вот это мы все рассказывали там, показывали. И вдруг у меня пришла ассоциативная, или кто-то сказал, я уж не помню, всегда люди говорят об этом. Как выбирать эфирное масло? И я уже говорила, наверное, в прошлый раз, мы были у ароматерапевта, который нам выставил 98 различных запахов, 98 вообще-то, колоссальные какие-то количество, он из нескольких фирм их собирал. И у нас там их около 30, да, и плюс еще композиции, то мы жутко гордимся и много. И 3 колонки нужно было понюхать и быстро написать, нравится, не раздражает, и 50 на 50, ну никак.
Так вот, если нравится очень сильно, это то, что нужно сейчас. Если очень сильно раздражает, тебе пригодится через несколько лет, может быть, или месяцев. А если оно, вроде ничего, да, не раздражает, скорее всего, еще долго не пригодится. Ребят, животные, когда выходят, кошки, собаки, вообще кто угодно, они не спрашивают, им не надо рассказывать, какую травку им нужно поесть и что им нужно вообще сделать. Они точно знают, это сигналы вот отсюда. Та же самая схема, мы тоже животные, только нам кажется, что мы чуток умнее и вообще лучше, хотя у меня большие сомнения в этом. Кстати, поздравляю вам с Днем кошек, или как он там назывался, 8 числа был Всемирный день кошек. Я свою Пеппи поздравила. Вот, то есть это все на каком-то таком своем уровне, и нет никакой эзотерики, никакой мистики абсолютно. Человек точно знает, хочется съесть солененького, кисленького, там остренького или, сладенького, молчу. Ну что, Любочка, тебе слово. Да, я вот как раз хотела... Где ты была у нас? И расскажи, как ты поднимала свою энергетику. Я была на Алтае. Вот, и там, конечно, шикарные горы, реки, озера и так далее. Вот, и там энергетика поднимается очень хорошо. И, кстати, вот что хотела сказать по поводу запахов, да, и по поводу вообще растений. Ведь вспомните, еще с советских времен, например, легочные всякие санатории, они где находились? Как правило, в лесах. Там, в сосновых, в каких-нибудь еловых, в можжевеловых и так далее. Почему? Потому что хвойные деревья, они выделяют огромное количество фитонцидов. Эти фитонциды, конечно, влияют на наше здоровье, на нашу нервную систему и так далее. Не только фитонциды, там, допустим, много всяких веществ. Те же самые вещества, они находятся в эфирных маслах. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот нам нужно, допустим, не только изменить как-то свое настроение, да, но и физическое состояние, то как раз масла в этом плане очень здорово помогают. И вот Ольга Васильевна говорила уже, да, о респире, то есть дыши, вот эта смесь. У нас девушка одна, интересный очень отзыв, она говорит, я с детства, у меня проблемы с бронхолегочной системой, там всякие пневмонии были с детства и так далее. Вот, и буквально она через 2 дня, она подышала, и она мне позвонила сама, она говорит, вы знаете, у меня такой интересный эффект, то есть у меня прошла заложенность, мне легче дышать и так далее. Вот, поэтому природа – это то, что делает нас здоровыми, счастливыми, заряженными и так далее. Вот в частности про Алтай, что хочу сказать, да, реки, озера, там еще уникальные есть красоты, там воздух, эти сосны, кедры. Все это, конечно, не может не заряжать, вот, и, кроме того, очень хорошо заряжает общение, потому что когда вы в хорошей компании, когда нет присосок и пиявок, а люди в хорошем настроении, и, в общем-то, они готовы делиться своей энергией, с удовольствием это делают, то, конечно, очень хороший заряд каждый получает. Что еще хочу сказать по поводу масел и по поводу физического состояния человека. Очень давно Тесла, который занимался, да, может быть, знаете, он такими полями энергетическими занимался, он сказал, что если бы человек мог повысить свои вибрации, то люди не болели совсем. И вот если брать наши масла, да, вивасановские, то много масел, ну почти все масла, они выше, чем средние вибрации человека. Самые высоковибрационные – это роза, это ладан. Поэтому вот эти масла вы можете использовать просто как духи, допустим, нанесли там куда-то на височки или там розу особенно, да. Вот. Можно использовать в смесях, для ванночек и так далее, то есть для разных. И вот Жанетта говорила про биопульсар. Что обратили внимание, я обратила внимание, и коллеги, которые смогли посмотреть себя на биопульсаре после Алтая, была вообще замечательная аура.
То есть вся такая зелененькая, гармоничная, все органы работали хорошо. Это говорит как раз о том, что очень важно общаться с природой, и чем чаще это делать, тем лучше. Потому что когда мы сидим в своих коробочках, да, в квартирах, особенно вот в условиях, допустим, недавней самоизоляции, очень у многих людей такое депрессивное состояние началось, потому что люди сидят в этих 4 стенах, никуда не выходят, и, конечно, это, ну, мягко говоря, не очень хорошо на них сказывается. Вот. Но при этом, что хочу сказать, многие наши коллеги, с которыми я общаюсь и которые пользуются эфирными маслами, для них это время самоизоляции прошло, ну, совершенно так не страшно, как бы это не было каким-то сильным стрессом. Да, это мешало немного в работе, но тем не менее люди нашли варианты, как можно исправить эту ситуацию, как можно из нее выйти и разрешить каким-то наилучшим образом. Люди пользовались маслами, люди в это время проходили обучение. И, кстати, хочу, пользуясь моментом, пригласить на нашу платформу «Веки роста Viva Stars». Очень хорошая платформа, где вы можете получить массу знаний, причем бесплатно совершенно. Вот, это очень важно сейчас для людей, которые хотят как раз развиваться в интернете, двигаться как-то, поскольку неизвестно, что будет дальше, и не придет ли еще одна волна, которая опять нас закроет по домам, и тогда мы, ну, это продвижение в интернете – это один из способов, который помогает людям вообще как-то двигаться и зарабатывать деньги в том числе. Вот, что еще хотела сказать? Вот спрашивали, задавали вопрос, чем повысить энергию, да? Очень хорошие масла, такие как гвоздика, как тимьян, можжевельник, пихта, эвкалипт. То есть вы можете просто капельку капнуть на ладошку, допустим, берете какое-то масло, да, капаете на ладошку, растираете между ладонями и вдыхаете. И вот так немного подышав, вы приходите вообще в совершенно замечательное состояние. Вот. Что еще хотела сказать? Если у кого-то есть вопросы, то вы увидите внизу в правом углу иконку, да, человека, где можно нажать, заполнить анкету и обратиться к тому человеку, который вас пригласил. И он вам более подробно расскажет и об эфирных маслах. И вот, кстати, по поводу тестирования, по поводу энергии подбора эфирных масел. У меня недавно была такая ситуация, когда пришла женщина именно с запросом, что вот сил нет, вроде бы все хорошо, ничего не беспокоит, но сил нет вообще ни на что. И когда мы подобрали ей эфирные масла, и прошло буквально, наверное, неделя, полторы, я позвонила, спросила, говорю, как у вас дела? Она говорит, вы знаете, даже не знаю, что помогло, но действительно у меня изменилось совершенно мое состояние, я себя прекрасно чувствую, вот, у меня, я бодра, весела и активна, и это очень здорово, это очень меня радует. Поэтому у каждого человека свои причины потери энергии, это могут быть сливание энергии в какие-то негативные эмоции, потому что есть определенные эмоции, которые есть низковибрационные эмоции, есть высоковибрационные. И если у нас, допустим, там грусть, печаль, или какое-то раздражение, или злость, или жалость, это, кстати, тоже низковибрационная эмоция, то есть мы можем проявить сочувствие, мы можем помочь человеку, но вот жалость – это относится к низким вибрациям, и тем самым, когда мы испытываем эти эмоции, когда мы негативные какие-то мысли у нас идут, то мы при этом, ну, снижается у нас уровень энергии значительно, и поэтому очень сложно бывает потом восстановиться. Вот, Ольга Васильевна нам показывает какие-то там графики на экране, да? Поэтому очень важно правильно думать, правильно испытывать хорошие эмоции, быть в хорошем настроении, и это тоже помогают эфирные масла. Вот, кстати, сейчас на Алтае, когда мы встречались, у нас были, ну, там несколько человек приехали в, ну, какие-то тяжелые у них жизненные обстоятельства были, и они были в грусти и печали.
Вот. И когда немножко, буквально несколько дней мы поработали с маслами, побыли на этой природе, ходили в лес, купались в реке, то у нас прекрасная, у девочек они очень удивились, они говорят, ну надо же, как все изменилось, как быстро мы смогли восстановиться и снова стать, в общем-то, восполнить энергию и быть в хорошем состоянии. Так, Ольга Васильевна, что-то там, какие-то графики не поняла. Это о чем? Так, убрали графики. Всё, я да? включила, микрофон не получилось включить. Я хотела показать вот эти графики. Конечно, информации это очень много, вот вибрационные, эмоции, вибрации, это все об энергетике, все об этом. Вот посмотрите, здесь только несколько эмоций. Здесь есть еще одна табличка, я ее только что нашла и, естественно, опять куда-то дела. Но посмотрите просто на те эмоции, которые мы испытываем. Когда все говорят, все основано на любви, ну, понятно, на любви. Так вот, оказывается, если в цифрах, то абсолютная любовь, жертвенная любовь имеет 206 единиц в герцах, вибрационный фон. И посмотрите на самую нижнюю строчку, это ярость. Ярость – это 0,5, даже единицы герца нет. Представляете, какой? Если гнев – это 1,5 герца, возмущение там… А у нас нет таблички на экране. Нету таблички. Демонстрация экрана. Нет таблички. Ну, понимаете, ребята, Только что она была. я же девушка увлекающаяся, подождите, сейчас мы сделаем эту табличку. Вот она, например. Да, Да? да, Видно сейчас видно. сейчас? Вот, Да. вот этот все эмоциональный фон, смотрите, вот это, ну тут написано безмятежность. Я смотрела в другой таблице, это любовь. Там 170, 200, 206 жертвенная любовь, благодарность, вон 140, великодушие, почему-то поменьше великодушие, видимо, не очень искреннее. И смотрите, единение, там почти 150, около 150 единиц, 150 герц, единение, когда мы вместе, да, когда мы в команде. Сострадание, та же самая огромная цифра, это то, что мы очень часто нас, ну, как бы подводит, я считаю, в Вивасане в том числе. А вот внизу это все эмоциональные такие раздражители. И вот этот очень низкий уровень вибраций. Возмущение, гнев, страх, гордыня, кстати сказать, раздражение, даже просто раздражение, 3,5 единички. 3,5 единицы всего-навсего, потому что это другая вот шкала. Поэтому выгодно иметь хорошее настроение, чувствовать благодарность, бороться со своей гордыней, раздражение гасить очень быстро-прибыстро, заменяя его на любовь и безмятежность. Вот что я сказала. Да, Ольга Васильевна, но это хорошо как бы ну, говорить, когда… Ведь когда мы, допустим, в гневе, да, или когда у нас как что-то с нами произошло, кстати, сейчас хочу дать одну такую практику дыхательную, когда вдруг нас вот что-то выбило, какая-то стрессовая ситуация, что можно сделать? Глубоко вдыхаете и задерживаете дыхание на 15 секунд. Можете больше, можно больше. И потом эту эмоцию выдыхаете. И так несколько раз. Это для того, чтобы быстро снять какую-то стрессовую, да, ситуацию, допустим, ярость или какое-то возмущение, или какое-то раздражение. И, кроме того, очень хорошо наши эфирные масла. Допустим, берете иланг-иланг, берете жасмин, розу, или из пузырька, или вот, как я говорила, на ладошку растерли и вот так лодочкой сложили и нюхаем. Масла великолепно повышают уровень вибраций, можно их еще на тело наносить. То есть там вариантов много. Но это вот самые быстрые, когда нужно быстро так прийти в себя и снять какую-то стрессовую ситуацию. Вот, поэтому вот этими вещами пользуйтесь. Хорошо всегда с собой в сумочке какое-то масло. Да, я, например, без мяты вообще не выхожу, потому что где-то кто-то, кому-то плохо стало, в обморок упал, особенно летом люди, жара, или там просто вот дали под нос понюхать, височки намазали, на грудь нанесли, человек приходит в себя.
Вот, поэтому масла – это и помощь при хронических заболеваниях, и скорая помощь, и ну, всякие разные моменты можно использовать. И самое главное, это, конечно, наше настроение, вот то, о чем сейчас Ольга Васильевна говорила, да, вы видите, если у нас, допустим, раздражение и 3 Гц вибрация, а в среднем у человека она где-то там порядка 65 Гц, представляете, как мы низко опускаем свой уровень энергии, и, естественно, тут к нам могут всякие прицепиться болезни и прочие неприятные вещи. Вот я поэтому... И вот они, вампиры и пиявки. Да, запросто, и они тут как тут. Хотела бы дополнить, можно чуть-чуть еще. Вот сейчас прослушала Любу, и у меня такая мысль возникла. Вот сейчас очень многие женщины, девушки увлекаются подсчетом калорий. Да? Все хотят похудеть, быть стройными, но, конечно, мало кто думает о том, что стройное тело зависит от того, какие у вас мысли. В любом случае, даже если сидеть на какой-то диете, вы насилуете, можно сказать, свое тело, в какие-то рамки ставите, ограничиваете себя, но при этом, если у вас негативные какие-то эмоции, ваши мысли, то тело все равно вернется в данность, так скажем, да, вот, и поэтому почему-то у меня сейчас возникла такая мысль, что, наверное, сейчас пришло время подсчитывать не калории, а подсчитывать свои вибрации. Может быть, те сегодня, кто нас слушает, найдут эту таблицу или посмотрят вот на нашем эфире эту таблицу. Попробуйте посчитать вот в течение дня, как вы вибрировали в течение дня, и как вы прожили, что вы отдали Вселенной, и какую энергию вы саккумулировали себя внутри. Кстати, вот можно это действительно подсчитать, и будет да, интересная идея. Здорово. А, кстати, об этих самых, мне очень нравится эта идея. Кстати, когда мы говорим о калориях, у меня тут хорошая, интересная мысль я прочитала. Итак, зачем нужно пить воду, мы знаем. Это огромная тема, об этом можно будет коснуться этой темы, потому что там столько пластов интересных. Так вот, кроме всего прочего, мы знаем, что вода имеет 0 калорий. Правильно? И вдруг я слышу такую роскошную, это то, о чем мечталось всегда, что вода имеет минусовую калорийность. Думаю, как это вообще может быть? Поскольку ты берешь водичку с нулевой энергетической ценностью, ты ее пьешь, организм должен ее протолкнуть по твоему пищеводу, он должен ее согреть для того, чтобы усвоить, добавить, там, разбавить кровь, лимфу и прочее, потом еще и вывести, то есть он еще тратит энергию на воду. И поэтому вода, ребята, имеет минусовую калорийность. А как вам эта тема? Короче, пейте воду и худейте, да? Стройнейте. Хочешь есть, попей водички. Это да, вот как... если ты хочешь есть, значит, ты хочешь пить. Вот как бы это закон всех вечно худеющих дам. Вот это уже закон. Ну что, дорогие мои, нам пора уже, наверное, заканчивать. Вот Лидия Митрофановна написала, на улучшение энергетического баланса человека влияет масло ладана. И у нас есть такой индийский ладан, уникальный. Кстати, священники, когда... Ну, понятно, что ладан в церкви – это немножко другая субстанция, это про другое. А вот священники очень заинтересовались, и когда уже брали эти эфирные масла, сказали, да, это очень-очень интересно. Это еще и на энергетику. Вообще, если вы хотите понять, что именно вам нужно, конечно, вы можете заполнить анкету внизу вот этой нашей картинки, нашего видео, и задать любые вопросы. Это бесплатно. Пока, во всяком случае. Или взять свой нос с собой, прийти, перенюхать, и вы сами определитесь, какие эфирные масла вам нужны. А вот когда мы будем показывать биопульсар, а мы готовим эту интересную, не быстро это будет, потому что следующее будет... У нас эфир следующий будет по волосам. И там будут абсолютные гиганты, профессора и академики, которые занимаются этой темой уже многие годы. И это Тамара Черемина из Москвы и Юлия Сафонова из Нового Оскола. Так вот, для того, чтобы взять интервью, жена нашего президента Гайне Гетфрид приглашала Тамару Черемину на
на эфир, на свой эфир, который смотрит весь мир Вивасан, потому что лучше нее, ну, во всяком случае, из близлежащего окружения, а их у нас несколько десятков тысяч человек, ну, в моей структуре, во всяком случае, здесь, ну, вот, как бы нету. Тамара – гигант. Поэтому я вам сделала небольшой такой проанонс следующей передачи. Приходите в следующий понедельник. А те, которые сегодня здесь, пожалуйста, заполняйте анкеты. Я новичков имею в виду. И заполняйте анкеты и спрашивайте у того человека, который вас пригласил. Потому что люди, которые пригласили на этот эфир, это в основном люди, которые блестяще знают продукцию Вивасан. И спасибо всем за ваше присутствие, за ваши вопросы. Если у вас есть еще какие-то вопросы, Игорь, если вы видите какие-то вопросы, которые мы еще не ответили, скажите нам, пожалуйста. Я хочу добавить Баданина Светлана, Новоуральск. Я немножко к Любиному рассказу. Чтобы свою энергию гнева или раздражения перевести, если человек вот сказал вам, подышите, но посчитайте, глубоко вдохните на счет 4 медленно, задержите на счет 4 медленно, выдохните на счет 4 медленно и задержите снова на 4 счета. Сделав несколько таких циклов, вы уже успокоитесь и не будете отвечать человеку гневом и сохраните свою энергию. Либо просто перед тем, как высказаться, сосчитайте до 10 просто. И у вас в голове этот негатив уйдет, этот гнев уйдет, и вы сохраните свою энергию и хорошие отношения с человеком. Ну все, спасибо. А это на всякий случай была Светлана Игоревна Баданина, врач-психиатр. Уже с каким стажем, Светочка? 30 лет. 30 лет стажа, то есть стоит прислушаться. Спасибо большое всем. Игорь, нет вопросов, на которые мы еще не ответили? У нас тут приглашают в монастырь в Израиль, но я как-то, вот, наверное, не поеду. Может быть, Ой, я бы с удовольствием поехала, только сейчас же никто не пустит. Ну, предложение такое есть, его написали на Фейсбуке под вашей трансляцией. Можете связаться с человеком, наверное, подробнее все рассказать. С удовольствием. Мы же можем десантом поехать туда и сделать там уроки ароматерапии. Ну, не вечно же будет эта ситуация, когда-нибудь она кончится, поэтому что же. Кстати, знаете, я о чем подумала? Если в состоянии гнева, раздражения или вот этих вот низких вибраций к тебе присосалась какая-нибудь пиявка или даже присоска, то дать-то ей нечего, энергетически обесточены, поэтому очень быстро справляйтесь с этими негативными эмоциями, всякими разными, и выходите на вечную жертвенную любовь. Красоты, здоровья, благополучия всегда рекомендует и советует и желает компания Вивасан. Спасибо всем. Еще раз повторяю, если вас это заинтересовала наша информация, вообще наша компания, у нас веселая компания, мы здесь просто не можем все рассказать, все анекдоты, которые рассказываем, то заполните, пожалуйста, вашу анкету. Спасибо всем. До новых встреч. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания, дорогие. До свидания. Много-много энергии.